Здравствуйте. Доброго дня всем тем, кто смотрит этот ролик. Меня зовут... впрочем, и не важно. Друзья, сегодня будет не совсем обычный выпуск. Я бы даже сказал, необычный. Сегодня будут непривычные вам мифы и легенды. Сегодня будет то, чего вы ждете вот уже 5-й год. Новым зрителям я желаю окунуться в мир тайн и загадок игры The Forest вместе со мной. Ну а старым, так сказать, своим... Когда-то давно, 5 лет назад, я пообещал, что мы найдем ответы на вопросы. Что мы найдем истину. Я свое обещание выполнил. Ребята, с полной уверенностью хочу сказать вам. Сюжет Фореста раскрыт. Это будет первый выпуск из 2 намеченных. И знаете, вот уже не имеет смысла говорить, теория ли это или констатированный факт. Все, что я вам сейчас скажу, будет подтверждено не только словами, но и иметь взаимосвязь с игрой. Взаимосвязь, которую мы так яро не могли найти в сюжете. Для начала, что же такое Форест? Это инди-выживалка на острове, выпущенная в 2014 году и на начале своего выхода являлась обычной игрой раннего доступа. Но время шло, и разработчики Ed Night Games доперли до мысли. Мы имеем огромную локацию, площадку, которую можно использовать всяческими разнообразными способами в плане сюжета. Почему бы и нет, задался вопросом, ну, например, вот этот член команды. И знаете, что получилось? Получился Форест. Форест, сюжет которого не имеет связи в внутриигровом мире, зацепки и теории в котором вообще никак не состыкуются. Я думаю, постоянные зрители понимают, о чем я. Грубо говоря, сюжет Фореста — это настоящий гемор. Вот рубись ты башкой об этот дуб, но сути в нем нет. Если и брать сюжет Фореста полностью, то брать все. Все крупинки, связуемые и несвязуемые факты, сюжетные предметы, истории внутри историй, мифы и легенды. Да и всего этого фарша не хватит, чтобы постигнуть замысел о великих разрабах. Но не нужно быть каким-то напыщенным теоретиком, нагло гонящимся за хайпом и просмотрами. Все намного проще, чем кажется. В чем же тайна острова уже наконец спросите вы? Ну, сами напросились. Начнем с самого начала. В середине 16 века Габсбургская Испания, та же Испания, начала кампанию по колонизации новых земель. Основой для будущих плаваний было принято взять под контроль верфи прилежащих стран, позже образовав в них вассалов, то есть подконтрольные территории. Одной из таких территорий стали верфи Южного Китая. Совместно с португальскими суднами колонизаторы, пришвартовавшиеся в порты, взяли их под свои руки. Исторически это датируется 1516 годом. Время шло, китайские корабельщики и мореплаватели все больше зависели от своих европейских хозяев, и это не могло не сыграть на руку колонизаторам. Известные уже тогда на весь мир своей стойкостью и проходимостью китайские джонки пополнили ряд суден испанцев, и те направились дальше, через Татарский пролив на северо-восток. Там их ждала вторая и последняя остановка. В районе залива Аляска испанцев заинтересовал небольшой остров, окутанный туманом, с пиком на окраине и обширным плотным лесом. Вероятнее всего, дабы пополнить запасы воды и материалов, одно из суден решило пришвартовать судно к берегу. Остров этот назывался Пенинсула. Колонизаторов заинтересовал клочок земли, и они решили обследовать местность, дабы обосновать ее. С борта судна начали выгружать ночевальные палатки, ящики с провизией, лодки, миссионеров. Таким образом, испанцы основали разведгруппы, хорошо оснащенные провизией и оружием подразделений. По данным карты, групп было 3. 2 направились в центр, 1 на северо-восток. Северо-восточная экспедиция запечатлела просто выдающееся место на острове – карстовую воронку. Именно воронку, а не кратер. Такие воронки образуются в результате размокания земных слоев под влиянием воды, их сползанием и обрушением. Поэтому большинство пещер Фореста затоплены водой. Поэтому по краям воронки имеются бывшие некогда под землей пещеры. Наверняка в 16 веке воронка была не столь глубока, и заверованные испанцы начали рыть шахту посреди кратера, дабы найти ту нечистую силу, сотворившую это землей. ибо прорва внутри кратера, через который мы и попадаем к первому артефакту, является искусственной. Это и есть шахта испанцев.
По крайней мере, то, что от нее осталось. Но обрушения воронки все продолжались. Еще более удивительное открытие делают вторая и третья разведгруппы. Они встречают аборигенов. Но никакой агрессии с обоих сторон не наблюдается. Еще приветливые дружные стаи диких людей знакомят миссионеров с флорой и фауной острова, со своими жилищами и условиями. А те обогащают их религией, распространяя инквизицию. Здесь я точно не могу сказать, сколько испанцы пробыли на острове. Суть в том, что китайская часть экипажа все еще оставалась на борту. Судя по всему, дрейфовать вблизи острова на случай ЧП. Несостыковка стоит в необоснованном поступке каннибалов впустить колонизаторов в пещеры. А пещеры, как мы знаем, святое место для аборигенов. Неужто миссионеры втерлись в доверие каннибалов? Опираясь на внутриигровую легенду, аборигены хотели показать красоты пещер, но миссионеры жаждали не только этого. Скажу вам прямо, в пещеры они взяли динамит. Одновременно с этим событием первая разведгруппа докапывает до центрального пещерного ответвления, ведущего в Красный зал. Красный зал — это та пещера, ведущая к первому артефакту. Испанские колонизаторы, не предвещавшие беду в каменных туннелях, попадают в место с первым артефактом. Неизвестно, что за место они увидели. Нам удается лишь посмотреть уже стилизованную сахаровскими учеными лабораторию, но, судя по всему, это была огромная пещера, осветленная красным светом. Почему красным, узнаете позже. И они лицезрели ужасное появление мутантов, тварей, которых и скрывали аборигены. Те, узнав, как обратились незваные гости с их пещерами, в ярости разозлились на миссионеров. Началась агрессия. Оставшиеся в живых испанцы закололи пещеры досками и обвешали крестами, дабы не распространять ужасное проклятие этих земель, посчитав Пенинсулу центром всех бед и ужасов. Были случаи, когда испанцы намеренно закрывали себя в закоулках. Было ли то просто чувство самосохранения от мутантов, или столь заверованные колонизаторы боялись унести проклятие Пенинсулы к себе на родину? Непонятно. В это время на борту, предвидев надвигающуюся опасность, китайский экипаж был спущен на воду и направился на поиски пропавших испанцев. Но также забрел в пещерные сети и заблудился. Корабль остался дрейфовать в океане. Впоследствии времен он всплывет, ибо уровень воды на острове резко начнет падать. Наверное, под влиянием силы второго артефакта. Но это лишь внутрисюжетная теория, а мы идем дальше. Некоторые из разведгрупп будут вынуждены бежать из Красной пещеры. И со стопроцентной вероятностью говорю вам это, они попадут в другое, не менее необъяснимое место в Форесте — Синяя пещера. Вообще, за синим и красным свечением много что скрывается, и по ходу дела вы будете понимать это. Синяя пещера, в которую попали одни из выживших в Красном зале, полностью пуста от врагов. Вскоре, идя по еще целым каменным коридорам, колонизаторы увидят механические ворота. До сполна неизвестно, был ли вставлен уже третий артефакт в нажимную плиту, или испанцы добыли его в Красном зале. Это тот арт, который открывает и закрывает ворота. Но ворота они открыли и нашли его. Четвертый артефакт, обладающий неистовой силой притягивать и отталкивать аборигенов и мутантов. Синее свечение отталкивало, то есть защищало, красное притягивало, то есть проявляло агрессию. Испанцы находились в Синей пещере. Это то место, где не бывает аборигенов вообще. Это место находится под горой, именно поэтому там не водится никаких врагов. Именно поэтому там обосновался центральный сектор управления Сахарой, потому что там безопаснее всего. Но дела пошли не так, как хотелось бы. Надеюсь, ни вы, ни я не исключаем заверованность и шизанутость испанских миссионеров и колонизаторов. Они же не понимали суть всех этих артов. Допустим, просто допустим, один из них сыканул и сбежал с третьим артефактом в руках. Ворота автоматически закрылись и все. То есть он в прямом смысле погребает навечно своих товарищей, дабы эта ужасная сила не вышла из-под контроля, а сам убегает. Судя по всему, он доберется до поверхности. Впоследствии его тело найдет любовная пара, приплывшая на яхте, и заберет артефакт с собой. Но об этом позже. Таким образом, испанские колонизаторы, разбежавшиеся по клочкам пещер, погибнут. Кто будет заживо погребен в пещерах, кто станет павшим в Красном зале,
то просто затеряется в закоулках каменного лабиринта и никогда уже отсюда не выйдет. Испанцы оставят после себя многочисленные зарисовки карстовой воронки, мутантов, первого артефакта. Они были первыми очевидцами, увидевшими весь тот ужас, скрывающийся в недрах Пенинсулы. До сих пор никто не объяснил. Пройдут года, пройдут века, и об острове начнут ходить легенды, которые станут визитной карточкой для туристов. Они будут заносить на остров всякого рода хлама. Все это в периоды с 1900 года по наши дни. Впечатления разные, но ни один не вернется живым. Хотя не, один все же вернется. Ссылаясь на данный сюжетный предмет, в районе 1920-х годов некая канадская операторская группа направится на остров, дабы заснять тамошние красоты. Думаю, не стоит рассказывать, что их там ожидало. В общем-то и целом, в живых вернется лишь один, неизвестно как и неизвестно на чем. Но игровая легенда гласит, что оператора этого заткнуть не могли. Он кричал, истерил, молол ересь о каких-то артефактах, мутантах и прочих ужасах острова. Впоследствии его упекут в психушку, неизвестно кто, но цель была ясна. Люди не должны были знать правды. Выходит, кто-то ее уже знал? Но правда вещь цепкая, узнаешь и не отвяжется, а добиться ни за что. Верно. В небольшом острове с необычными артефактами некая организация нашла цель. Они узнали правду, но правду неправильную. Эти люди считали, что силу артефактов можно применить в благородных целях. Как же они ошибались. Но пока шел 1970 год, на Пенинсулу приближались грузовые судна, еще неизвестной на то время организации Сахара. Crown fits and the sword lives. Stay on guard.